Виктор Франкл. Психолог в концлагере. Сказать жизни «да». Упрямство духа. Предисловие. Эта книга принадлежит к числу немногих величайших человеческих творений. Карл Ясперс. Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые. Его призвали все благие, как собеседника на пир. Федор Тютчев. Перед вами великая книга великого человека. Ее автор не просто выдающийся ученый, хотя это так. По числу почетных ученых степеней, присужденных ему разными университетами мира, ему нет равных среди психологов и психиатров. Он не просто мировая знаменитость, хотя и с этим спорить трудно. 31 его книга переведена на несколько десятков языков. Он объехал весь мир, и встречи с ним искали многие выдающиеся люди и сильные мира сего. От таких выдающихся философов, как Карл Ясперс и Мартин Хайдеггер, и до политических и религиозных лидеров, включая папу Павла VI и Хиллари Клинтон. Не прошло и десятилетия после смерти Виктора Франкла, но мало кто станет оспаривать, что он оказался одним из величайших духовных учителей человечества в XX веке. Он не только построил психологическую теорию смысла и основанную на ней философию человека. Он раскрыл глаза миллионам людей на возможности открыть смысл в собственной жизни. Актуальность идей Виктора Франкла определяется уникальной встречей масштабной личности с обстоятельствами места, времени и образа действия, которые придали этим идеям столь громкий резонанс. Он умудрился прожить немало, и даты его жизни с 1905 по 1997 вобрали в себя XX век почти без остатка. Почти всю свою жизнь он прожил в Вене, в самом центре Европы, почти что в эпицентре нескольких революций и 2 мировых войн, и поблизости от линии фронта 40-летней холодной войны. Он пережил их все, пережил в обоих смыслах этого слова, не только оставшись в живых, но и претворив свои переживания в книги и публичные лекции. Виктор Франкл испытал на себе весь трагизм столетия. Почти посередине через его жизнь проходит разлом, обозначенный датами 1942-1945. Это годы пребывания Франкла в нацистских концлагерях, нечеловеческого существования с мизерной вероятностью остаться в живых. Почти любой, кому посчастливилось выжить, счел бы наивысшим счастьем вычеркнуть эти годы из жизни и забыть их, как страшный сон. Но Франкл еще накануне войны в основном завершил разработку своей теории стремления к смыслу как главной движущей силы поведения и развития личности. И в концлагере эта теория получила беспрецедентную проверку жизнью и подтверждение. Наибольшие шансы выжить, по наблюдениям Франкла, имели не те, кто отличался наиболее крепким здоровьем, а те, кто отличался наиболее крепким духом, кто имел смысл, ради которого жить. Мало кого можно вспомнить в истории человечества, кто заплатил столь высокую цену за свои убеждения и чьи воззрения подверглись такой жестокой проверке. Виктор Франкл стоит в одном ряду с Сократом и Джордано Бруно, принявшим смерть за истину. Он тоже имел возможность избежать такой участи.
Незадолго до ареста ему удалось, как и некоторым другим высококлассным профессионалам, получить визу на въезд в Соединенные Штаты Америки. Однако после долгих колебаний он решил остаться, чтобы поддержать своих престарелых родителей, у которых шанса уехать с ним не было. У самого Франкла было ради чего жить. В концлагерь он взял с собой рукопись книги с первым вариантом учения о смысле, и его заботой было сначала попытаться сохранить ее, а затем, когда это не удалось, восстановить утраченный текст. Кроме того, до самого освобождения он надеялся увидеть в живых свою жену, с которой он был разлучен в лагере. Но этой надежде не суждено было сбыться. Жена погибла, как и практически все его близкие. В том, что он сам выжил, сошлись и случайность, и закономерность. Случайность, что он не попал ни в одну из команд, направлявшихся на смерть. Направлявшихся не по какой-то конкретной причине, а просто потому, что машину смерти нужно было кем-то питать. Закономерность, что он прошел через все это, сохранив себя, свою личность, свое упрямство духа, как он называет способность человека не поддаваться, не ломаться под ударами, обрушивающимися на тело и душу. Выйдя в 45-м на свободу и узнав, что вся его семья погибла в горниле мировой войны, он не сломался и не ожесточился. В течение 5 лет он выпустил дюжину книг, в которых изложил свое уникальное философское учение, психологическую теорию личности и психотерапевтическую методологию, основанные на идее стремления человека к смыслу. Стремление к смыслу помогает человеку выжить, и оно же приводит к решению уйти из жизни. Оно помогает вынести нечеловеческие условия концлагеря и выдержать тяжелые испытания славой, богатством и почетом. Виктор Франкл прошел и те, и другие испытания и остался человеком с большой буквы, проверив на себе действенность собственной теории и доказав, что в человека стоит верить. Каждому времени требуется своя психотерапия, писал он. Ему удалось нащупать тот нерв времени, тот запрос людей, который не находил ответа, проблему смысла, и на основе своего жизненного опыта найти простые, но вместе с тем жесткие и убедительные слова о главном. У этого человека редкий случай. И хочется, и есть чему поучиться в наше время всеобщей относительности, неуважение к знаниям и равнодушие к авторитетам. Упрямство духа — это его собственная формула. Дух упрям, вопреки страданиям, которые может испытывать тело, вопреки разладу, который может испытывать душа. Франкл ощутимо религиозен, но он избегает говорить об этом прямо, потому что он убежден: психолог и психотерапевт должны суметь понять любого человека и помочь ему вне зависимости от его веры или отсутствия таковой. Духовность не исчерпывается религиозностью. В конце концов, говорил он в своей московской лекции, Богу, если Он есть, важнее, хороший ли вы человек, чем то, верите вы в Него или нет. Первый вариант книги «Психолог в концлагере», составивший основу данного издания, был надиктованным за 9 дней, вскоре после освобождения, и вышел в 1946 году анонимно, без указания авторства. Первый 3000-ный тираж был распродан, но второе издание продавалось очень медленно. Гораздо больший успех имела эта книга в Соединенных Штатах. Первое ее английское издание
появилась в 1959 году с предисловием авторитетнейшего Гордона Олпорта, роль которого в международном признании Франкла чрезвычайно велика. Эта книга оказалась нечувствительна к капризам интеллектуальной моды. 5 раз она объявлялась книгой года в Соединенных Штатах Америки. За 30 с лишним лет она выдержала несколько десятков изданий, общим тиражом свыше 9 миллионов экземпляров. Когда же в начале 90-х годов в США по заказу библиотеки Конгресса проводился общенациональный опрос с целью выяснить, какие книги сильнее всего повлияли на жизнь людей, американское издание книги Франкла, которую вы слушаете, вошло в первую десятку. Новое, наиболее полное немецкое издание главной книги Франкла под названием «И все же сказать жизни да» вышло в 1977 году и с тех пор постоянно переиздается. В нее была включена даже философская пьеса Франкла «Синхронизация в Биркенвальде». До этого она была опубликована только раз, в 1948 году в литературном журнале под псевдонимом Габриэль Леон. В этой пьесе Франкл находит иную, художественную форму для выражения своих главных философских идей, причем отнюдь не только в словах, которые произносит заключенный Франц, альтер-эго самого Франкла, но и в структуре сценического действия. С этого издания и сделан данный перевод. На русском языке ранее выходили сокращенные варианты повествования Франкла о концлагере, сделанные по другим изданиям. Полный его вариант публикуется на русском языке впервые. В конце жизни Франкл дважды побывал в Москве. Выступал в Московском университете. Он встретил чрезвычайно горячий прием. Его мысли легли на благодатную почву, и сегодня Франкл воспринимается в России скорее как свой, а не как чужестранец. Столь же теплый прием получили выходившие у нас ранее книги Франкла. Есть все основания надеяться, что и этому изданию суждена долгая жизнь. Дмитрий Леонтьев, доктор психологических наук.